Приветствую тебя, зритель, и добро пожаловать на мое следующее видео, посвященное изучению языка программирования C++. И тема данного видео это, во-первых, стейтменты break и continue, которые используются в цикле, о них подробнее мы поговорим далее. И, собственно, мы рассмотрим еще вложенные друг в друга циклы. Что ж, давайте откроем редактор. Зайдем в директорию, откроем файлик. И смотрите, первым делом, естественно, я дам краткое описание того, что делают вышеупомянутые стейтменты. Break, во-первых, он просто выходит из цикла. То есть буквально как только мы встречаем statement break, мы выходим из текущего цикла, где сам break находится. А continue чуть более хитрый statement, он по сути заканчивает текущую итерацию цикла и как бы переносит нас на следующую итерацию. Но давайте от слов приступим к реальным примерам, потому что это все немножко звучит общо и ненаглядно, да? И для начала мы объявим один цикл for. Простейший сделаем цикл. Допустим, он у нас будет крутиться 10 итераций и выводить значение нашего каунтера. То есть простейшая такая логика, которая даст нам, в свою очередь, познакомиться со стейтментами break и continue. Откроем терминал. Так, ну это я пока не буду компилировать, я думаю, тут все понятно. Если вы уже знакомы, я надеюсь, с циклами, то должны понимать, что по сути этот цикл просто подряд выведет все значения каунтера, то есть начиная с 0 и до 9 включительно, но десятка уже не будет входить. Вот, и первое, как я уже сказал, давайте проверим, как работает break. Для того, чтобы это сделать, очень наглядно будет объявить, во-первых, в теле цикла оператор условного ветвления if, и сделать такое очень простенькое условие. Допустим, когда наш counter I станет равен 5, мы сделаем break. Что, как я уже сказал, должно нас, по идее, вынести из цикла, правильно? Давайте скомпилируем и проверим, насколько верно данное утверждение. Воспроизводим и видим, что совершенно верно. То есть у нас сразу, как только I на определенной итерации, ну, соответственно, на какой по счету шестой итерации стал равен значению 5, if выполнился, и мы брейком просто вышли из цикла. То есть, в принципе, брейк достаточно простой стейтмент, просто который нас сразу выдергивает из цикла. Вот, а теперь воспользуемся continue. То есть, смотрите, тут уже логика будет немножечко хитрее, потому что, как я уже сказал, continue нас, по сути, переносит на следующую итерацию. Моментально, как только мы встречаем этот statement, можно это воспринимать как? Как будто мы пропускаем всю оставшуюся часть, которая идет после continue, как только мы встретили этот statement, да, вот мы на 7-й строке в данном случае его встречаем, и переходим сразу к следующей итерации. Это должно говорить о чем, по идее, да, исходя из той логики, которую мы сейчас используем в нашем форе. То есть, по сути, как только мы встретим значение каунтера I равное 5, мы должны пропустить то, что идет дальше. А дальше идет что? Дальше идет наш print с этим самым каунтером и его значением. То есть, по идее, мы должны пропустить просто вывод значения нашего каунтера I. Давайте попробуем скомпилировать, запустить программу и увидим, видите, смотрите, какая штука получилась. То есть у нас все значения, которые шли до 5 и после 0, 1, 2, 3, 4, пятерка пропустилась, потому что continue отработал, то есть if сразу выполнился, да, I counter стал равен значению 5, у нас отработал if, и мы пропустили данную итерацию, на которой находились в этот текущий момент, когда counter был с этим значением 5. И получается, все остальные уже у нас отработали тоже принты в силу того, что, то есть, print на шестой по счету итерации, но при значении как бы каунтера равном 5, мы пропустили один принт, а все остальные принты у нас по сути отработали, ну так скажем, штатно, да, как положено, как мы этого ожидали. То есть все остальные принты мы получили корректно 6, 7, 8, 9 до конца, то есть пропустили только значение 5.
То же самое, смотрите, ребят, я обещал еще показать вам вложенные циклы. Будет немножко интереснее, когда внутри вот этого цикла, да, образуется еще один цикл. Я такие еще не знаю, экспериментировали ли вы сами с вложенными циклами. Если нет, то посмотрите, что сейчас будет получаться. Давайте объявим внутренний цикл, например, до 5 итераций. То есть не будем так много крутить его. Смотрите, в чем суть. Вложенные циклы нужно воспринимать следующим образом. То есть, по сути, вы думаете как? Что есть внешний цикл, и на каждую итерацию внешнего цикла есть вот столько итераций внутреннего. То есть, грубо говоря, мы заходим с каунтером 0 из внешнего цикла, и у нас отработает внутренний цикл полностью. То есть, каунтер J отработает все свои 5 итераций. Ну, то есть, от значения 0 до значения 4 включительно. Далее мы выйдем опять, хоп, наружу, да. У нас будет I уже 1, но на значении I равном 1 мы уже отработаем тоже полностью на внутреннем цикле, то есть все его итерации тоже отработают. Для того, чтобы в этом убедиться, мы можем очень легко сделать, то есть, во-первых, сразу принтить здесь значение I. Это просто я вам для наглядности сразу покажу. Вот, а здесь принтить значение J. И таким образом вы убедитесь, что по сути на одну итерацию внешнего цикла приходится все итерации, то есть полная отработка внутреннего цикла. Давайте сейчас скомпилируем, запустим программу и увидим, что по сути... Давайте я немножко ненаглядно, да, сделал. Добавим еще здесь дополнительный пропуск строки. Вот сюда. То есть будет у нас 2 пробела, это будет немножко читабельнее. Вот, ребят, смотрите. То есть мы имеем что? Мы по сути выводим один раз I. Далее, давайте сейчас еще здесь тоже в конце, чтобы прям максимально все у нас наглядно было. Просто тоже кину сюда пробел. Ну, пробельную строку я имею в виду, разумеется. Воспроизводим. Вот, и смотрите, то есть по сути мы на каждую итерацию I, как я и говорил, видите, то есть на внешний цикл, на его одну итерацию, дальше отрабатывает 5 итераций, то есть полный цикл внутренний. Видите, как бы I 0, внутренний цикл 0, 1, 2, 3, 4. Дальше он выходит наружу, да, перескакивает на внешний цикл. Опять уже как бы следующая итерация, да, идет I1 на первую как бы итерацию внешнего цикла, тоже внутренний цикл полностью крутится, отрабатывает 0, 1, 2, 3, 4. Опять выходим, то есть отсюда прям здесь пробельная строка, делается этот пробел, бам, опять меняется, то есть каунтер, по сути мы уже на второй итерации находимся, и для второй итерации то же самое, для третьей, четвертой, пятой и так далее. То есть по сути на каждую итерацию внешнего цикла приходятся все абсолютно полные итерации внутреннего цикла. А теперь давайте посмотрим, что мы можем делать брейком. То есть, например, мы хотим использовать брейк внутри цикла. Допустим, при каком-то условии мы хотим выходить наружу во внешний цикл. Допустим, когда у нас внутренний итератор на внутреннем цикле J будет равен, скажем, 2 или 3, неважно. И мы делаем отсюда брейк сразу. То есть, по сути, мы выходим только из внутреннего цикла. То есть, ребят, видите, в чем нюанс, что break statement, он работает непосредственно на тот цикл, внутри которого он находится. То есть, так как он объявлен сейчас внутри цикла вот этого for, видите, даже LSP-шка мне подсказывает, что этот break относится именно к внутреннему for. То есть, выйдет он именно отсюда. И когда мы перекомпилируем и запустим заново программу, мы по сути увидим сразу, что у нас все внутренние итерации стали на 2 меньше, да, ну их количество, я имею в виду, стало, разумеется, меньше. То есть, по сути, у нас также отрабатывает полностью наш внешний цикл, все его 10 итераций, да, то есть, видите, от 0 до 9. Но при этом, так как мы теперь поставили условия, при котором у нас получается, что если житый итератор внутреннего цикла равен 3, его значение равно 3, то мы сразу выходим. И получилось, мы таким образом брейком выходим именно из внутреннего цикла. И то же самое, ребята, верно для
Continue, то есть он тоже работает именно на тот цикл, в котором он объявлен. То есть он будет работать, мы вот здесь объявим и убедимся в том, что мы пропустим, как и вот в примере с одним циклом, да, простейший такой пример был, а теперь мы будем пропускать на внутреннем цикле именно значение counter j равное 3. Давайте убедимся в этом, что мы потеряем эту тройку как бы в выхлопе, да, внутреннего цикла. Вот, видите, то есть везде мы потеряли эту тройку, то есть 0, 1, 2, опа, тройка пропущена, 4, 0, 1, 2, 4, 0, 1, 2, 4. То есть мы везде пропускаем именно итерацию при значении counter j равном 3. Все, ребят, в принципе, это вот такая дополнительная информация по циклам. Обязательно надо было с вами поделиться, что такое statement break и continue. Ну и вложенные циклы, я тоже думаю, что вам вполне были к месту. Все, ребят, спасибо большое вам за просмотр. Если вам нравится контент, то подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте мне лайк, бейте в колокольчик, будет еще очень много контента. Также добро пожаловать в комментарии, если у вас есть какие-то мысли насчет того, что я делаю, какая-то адекватная критика, пожелания, там, может, контент какой-то хотите, я открыт как бы к таким вариантам тоже. Пожалуйста, ребят, милости прошу. И напоминаю, что еще я стример, и ссылочку на мой канал на Твиче вы можете найти в описании под вот последними видео, которые я делал за последнее время. Все, ребят, еще раз большое спасибо за просмотр, удачи вам в обучении, пока!